Вы задумывались, почему одни люди в тренировках, казалось бы, достигают все и сразу, а другие тяжелыми усилиями и долго? Например, если вы тренируетесь в одной компании в спортзале и примерно по одной программе с одинаковым стажем занятий, регулярностью, но один из ваших товарищей при тех же усилиях прибавляет больше мышечной массы, растут лучше силовые или быстрее развивается выносливость, чем у других. Значит ли это все, раз вы отстаете, что точно у вас плохая генетика и стоит попробовать себя в чем-то другом? Не совсем. Есть несколько способов проверить свою генетику. Это канал Владарович, и я уже 10 лет занимаюсь силовой калистеникой. Перед проведением тестов на склонность к своему виду спорта, сперва ответьте себе честно на несколько вопросов и разберем ответы. Можете ответы написать даже в комментариях. Первое. Спите ли вы минимально достаточно, чтобы не чувствовать сонливость на протяжении дня? Для кого-то это 7, для кого-то 9 часов. И стараетесь ли просыпаться и засыпать примерно в одно и то же время? Второе. После тренировки в основном вы чувствуете себя энергичным и силы есть еще потренироваться? Или же после каждого занятия у вас такое ощущение, будто вы выжатый лимон и выползаете из зала? Третье. Как часто меняется что-то в ваших тренировках по нагрузке? Упражнения, количество раз, рабочие веса и меняются ли вообще? 1-2 раза в месяц у вас меняется программа? Четвертое. После приема пищи, за час, за два перед тренировкой, у вас появляется ощущение энергии и желание тренироваться? Или какая-то тяжесть, сытость, а может чувство голода? Пятое. А тренируетесь ли вы уже около года или поменьше, на регулярной основе, хотя бы по 2 раза в неделю? И шестое. Пробовали ли вы заниматься под присмотром тренера хотя бы 3-4 месяца регулярно? Не друга, который с большим опытом занятий и все получается, а именно тренера, которому вы заплатили и оба заинтересованы в результате. Отрицательный ответ на эти вопросы, хотя бы на 1-2 из них, уже может сказать, что пока что дело не в генетике, а дело только в дисциплине и неправильно построенном графике. Или если вы занимаетесь всего 2-4 месяца и ждете заметных результатов, как мне часто пишут, то это тоже не говорит о плохой генетике, а о том, что неправильные ожидания. Есть некоторые силовые тесты, как для атлетов с опытом, так и для новичков. Сначала для тех, кто уже занимается от полугода до года и более. В любом упражнении для теста определите свой повторный максимум. В упражнениях с отягощениями, например, дошли до веса в отжиманиях на брусьях до 40-50 кг на раз. Есть люди, у которых медленных мышечных волокон больше, более вынослив, и тот, у кого больше быстрых волокон, то есть потенциал силы и роста мышц. Допустим, 50 кг это ваш повторный максимум на раз. Если снизить его до 70% от 50 и проверить себя на количество повторений с 35 килограммами, то тот, у кого медленных волокон больше, более вынослив, он сделает, допустим, 10 и более раз с этим весом. Такому человеку лучше продолжать тренироваться на выносливость, и ему будет сложнее накачаться. А тот, у кого больше быстрых мышечных волокон, он сделает с этими же 35 килограммами порядка до 5 повторений. Ему будет легче дальше тренироваться на накачку мышц или силу. Числа эти все условные, просто чтобы показать вам отличие и склонность к выносливости или к силе, или накачке мышц. На длинном промежутке тренировок эту ситуацию можно немного изменить, если не прислушаться к этому совету. Ведь есть еще и промежуточные мышечные волокна, об этом позже. Но все равно от природы будет большая склонность к чему-то одному. Даже новичку для первых занятий можно провести такой тест в любом упражнении. Разумеется, с меньшими весами. Первое — хорошо размяться и, плавно повышая вес от подхода к подходу, выяснить свой текущий максимум в любом упражнении. И после этого, отдохнув, попробуйте повторить упражнение, отняв примерно 30% от повторного максимума. Если сделаете до 5-8 повторений, скорее всего, вы больше склонны к набору массы или к силовой работе. А если вы сделали более 10 раз, то накачаться вам будет сложнее, как и наращивать силу. Свои тесты есть и в гимнастике, и в беге, и в других дисциплинах. Но есть еще важные моменты, которые нам достались от рождения, и на них тоже стоит обращать внимание.
К слову напомню, мой стаж силовых тренировок с 2011 года. Пишите мне в личные сообщения за помощью с индивидуальными программами тренировок и питания. Читайте десятки довольных отзывов на моем сайте. А также за символическую поддержку донатом на удобную сумму отправлю вам свою книгу. Там ошибки в тренировках, рацион питания и большой материал по увеличению подтягиваний. Ссылки в закрепленном комментарии под видео. Так, теперь то, что касается врожденных или приобретенных качеств. Мы есть то, что мы едим, поэтому любые заболевания, связанные с желудком или же разная скорость усвояемости пищи, это все будет однозначно влиять на результаты внешнего вида, то, как пища будет перевариваться организмом. И если вы думаете, что вы чистый эктоморф, который вообще не наберет никогда и 5 килограмм массы, вы едите калорийную пищу и не набираете, то в первую очередь нужно провериться у специалистов. Здоровье желудка, эндокринной, гормональной системы, щитовидной железы. Все то, что может влиять на изменения в массе и здоровье в целом. И даже с такими сложностями под контролем специалистов можно понемногу набирать. Тип телосложения часто пытаются определить по окружности запястья. Но не только это будет влиять на то, к чему у вас предрасположенность. Есть ребята вполне крупные, особо не тренируясь и с худыми запястьями. Оказалось бы, эктоморфы. Только по этому параметру не стоит судить, что вы не накачаетесь. В идеале считается, что мезоморфы – прирожденные атлеты, у которых хорошо набирается мышечная масса и при этом минимум жировая. Эктоморфы, они склонны к худощавости и сложно набирают. Но когда набирают, в основном это будут мышцы. А эндоморфы, они склонны к лишнему весу. И кроме массы мышц, они набирают еще и жир. В этом, конечно, минус. Чистых типов телосложений не бывает. Если вы худощав, то питаться тут нужно прям очень-очень много по калорийности. Углеводы, и вот тут уже, если есть проблемы с желудком, то именно поэтому не так просто будет и набирать. Если у вас проще получается подтягиваться на увеличение количества раз, долго висеть на перекладине, бегать длинные дистанции, тем самым вы тренируете медленные мышечные волокна на выносливость. У кого они изначально преобладают, то за небольшой срок тренировок или только начиная тренировки, у вас уже скоро будут получаться лучшие результаты, все, что касается выносливости. А у тех, у кому проще дается наращивать веса отягощений в упражнениях, делать на малоповторку, бегать быстро на короткие дистанции, на 100, 200, 500 метров, то вам подойдут силовые виды спорта или спринты, и лучше будет получаться развивать мышечную массу. Но не все так однозначно во время тренировок. Например, если у вас изначально преобладают быстрые мышечные волокна, то вы можете перестроиться на работу с медленными волокнами на выносливость, если будете регулярно тренировать эти движения. Особенно это касается подросткового возраста. В этом периоде промежуточные волокна лучше смогут сместиться в сторону медленных или быстрых волокон. Если подросток уделяет время нагрузке на выносливость, либо на силу или рост мышц, на что-то одно. Так, например, спортсмены на турнике и брусьях в калистенике могут какой-то период тренировать подтягивания на разы с большими весами, а в другой период многоповторку с меньшими весами или с собственным весом тела, без отягощений. Одновременно будет сложно перестраиваться и прогрессировать в обеих направлениях, но возможно. Если говорить о профессиональном спорте, то там мало исключений, и большинство атлетов, которые добиваются серьезных результатов, учитывают свою предрасположенность к виду спорта. Люди, которые приходят в спортивные секции, кто-то после первых же нескольких тренировок уже начинают сжать вес больше из-за предрасположенности, а кто-то много отожмется. Так стоит ли продолжать занятия тем спортом, который вам нравится, но вы выяснили, что нет склонности? Давайте это разберем. Кстати, расширенную версию этого сюжета я размещу в телеграм-канале Владрович. Там активный чат между атлетами для обмена опытом и мои статьи. Ссылка в закрепленном комментарии. Главное объяснение тому, что нередко менее одаренные спортсмены обгоняют более одаренных на длинном промежутке времени, очень простое. Обычно у более одаренных атлетов, если что-то сразу хорошо получается, то не всем хватит желания и дисциплины делать это долгое время. Слишком просто, можно расслабиться. И тогда тот, кто работал усерднее, соблюдал режим и был более требовательный к себе в других моментах, но не было предрасположенности,
И через месяцы такой атлет сможет обогнать даже более одаренного, если тот не будет усердно развивать качества, которые подарены ему природой. Как вы оцениваете свою генетику? И каких результатов смогли добиться за свой стаж занятий? Делитесь в комментариях. Также смотрите в плейлисте на экране другое полезное видео. Лайк, подписка. Автор сюжета Владарович. Атлет спит в каждом из нас, и я его разбужу.